Львы, приветствую вас на моем канале. Это ваш гороскоп на май 2025 года. После напряженных марта и апреля, насыщенных затмениями, ретроградными планетами, май наконец-то даст нам всем немножко выдохнуть. Но это не про полное расслабление, а скорее про паузу, про переосмысление и подготовку к важным переменам. Обязательно пишите в комментариях, что у вас проигралось по затмениям, какие темы поднимались во время ретроградного Меркурия и Венеры. И очень интересно, по какому знаку у вас больше проигрываются события: по асценденту, Солнцу или Луне. И если вы еще не знаете свой асцендент или Луну, напишите в комментариях дату, время и место вашего рождения, и я бесплатно рассчитаю его для вас. Это действительно очень важно, потому что многие пишут, что у них ничего не сбывается. Конечно, если вы смотрите только по своему знаку зодиака, по Солнцу, у вас может много событий не проигрываются. Асцендент дает 70-80% реальных событий из жизни, которые происходят. И когда вы смотрите прогнозы именно по нему, и по Солнцу, и по Луне, то у вас получается полная картина месяца и предстоящих событий. Львы, май 2025 года – это месяц, когда на первый план выходят ваши цели, карьера, репутация и социальная реализация. Если вы что-то начали в марте или апреле, то сейчас вы можете увидеть первые результаты, особенно в тех сферах, где вы рискнули выйти за рамки привычного. Май месяц не про отдых, а про умное перенаправление энергии. Если сейчас в мае вы делаете ставку на долгосрочные перспективы и цели, то первые плоды могут прийти уже к июню или в августе, когда включится ось Лев-Водолей. Итак, 4 мая Плутон разворачивается в ретроградное движение в знаке Водолея, и для вас, львы, это происходит в вашем 7-м доме. Давайте разберем, что это значит и как может проиграться это для вас. Плутон — это медленная, мощная трансформационная планета, которая управляет всем, что связано с глубинной перестройкой, кризисами, страхами, контролем, силой, внутренним обновлением и ситуациями, в которых нам нужно отпустить старое, чтобы построить что-то совсем новое. Это планета разрушения ради перерождения. Плутон очень медленная планета, и он не действует быстро. Он действует через давление, через внутреннее ощущение, что что-то не так, что я больше не могу как раньше, и мне нужно что-то глубже. И когда он становится ретроградным, а это происходит 4 мая, он меняет направление из внешнего разрушителя, он становится внутренним хирургом. И все, что вы раньше игнорировали, подавляли или не хотели просто видеть в отношениях, сейчас всплывет. Это не касается только отношений любовных, это про отношения с другими людьми, с которыми вы взаимодействуете. Ретроградный Плутон работает особенно остро. Он включает ситуации, которые вынуждают нас пересматривать, где мы отдаем свою силу, где нас держит страх, вина, эмоциональная зависимость, где мы в партнерствах ведем себя либо как манипуляторы, либо как жертвы. И это может касаться не только личных отношений, но и деловых партнеров, клиентов, а также судебных процессов или бракоразводных дел. 7-й дом — это прежде всего дом равноправных партнерств. Это ваш супруг или супруга, это бизнес-партнер, это клиент, если вы работаете с людьми. Это тот, кто стоит напротив вас и с кем вы находитесь в договоренности, в письменной или неформальной. Также это дом открытого врага, когда конфликт уже назван и человек вам противостоит открыто. И вот именно в этой зоне у вас, львы, начинается глубинная ревизия. Плутон будет ретроградным с 4 мая по 13 октября 2025 года. И все это время, почти полгода, вам будет предложено пересматривать не только конкретные отношения, но и модели взаимодействия в принципе с людьми. Что вы вкладываете в союз, почему вы выбираете таких людей, что вы в них видите, и где вы теряете свою силу и соглашаетесь на меньшее, или наоборот подавляете партнера, чтобы не чувствовать уязвимость. Могут возвращаться старые партнеры не только для возобновления отношений, но чтобы вы закрыли тему окончательно и что-то проговорили. Могут всплывать юридические вопросы, бракоразводные процессы, имущественные конфликты. Кто-то из львов может решить выйти из токсичного союза, особенно если там долго копилась какая-то тень. У других львов, наоборот, начнется работа над собой внутри союза, и вы поймете, где перекос и кто из вас контролирует, а кто боится. Очень важно в этот период не принимать резких решений сгоряча, а наблюдать, что поднимается, где чувствуете вы сопротивление, боль, злость или вину.
Также важно знать, что Плутон в 7-м доме может включить встречу с человеком, который произведет сильное впечатление, такое, что может запустить трансформацию внутри вас. Это может быть и романтический интерес, и какой-то учитель, и даже враг, который зеркалит вашу тень. Иногда такие люди приходят ненадолго, но оставляют мощный след. Иногда наоборот, это начало долгого пути, но на других условиях. Особенно мощно этот период почувствуют те, у кого в натальной карте есть планеты в нулевом или от 0 до 2 градуса фиксированных знаков: Лев, Водолей, Телец и Скорпион. У них могут идти реальные кризисы и развязки. 4 мая это не про включение ретроградного движения. Это начало трансформационного цикла, который будет разворачиваться до февраля 2026 года. Дело в том, что Плутон разворачивается и входит в так называемую ретроградную петлю, и он пройдет одни и те же градусы Водолея трижды. Сначала вперед в марте-апреле, потом назад с мая по октябрь, а потом снова вперед с конца года по начало 2026. Это значит, что все, что сейчас поднимается в отношениях, разговоры, чувства, сомнения, конфликты, притяжение, внутренняя борьба, будет разворачиваться постепенно по спирали. Что-то может повториться, что-то усугубиться, что-то уйдет само. Но окончательно цикл замкнется только в феврале 2026 года, когда Плутон окончательно выйдет из этих градусов и двинется дальше. Поэтому не ждите, что все ответы придут прямо сейчас в мае. Сейчас вы просто входите в коридор личной трансформации через другого человека. И все, что будет происходить с мая по октябрь, это черновик. Главное наблюдать, что вас триггерит, откуда приходит тревога, какие привычные сценарии и реакции у вас активируются. Именно на этих точках вырастает ваша внутренняя сила. 6 мая формируется гармоничный аспект между Венерой в Близнецах и Плутоном в Водолее. Это взаимодействие между сферой друзей, коллективов, соцсетей, мечтаний и темой отношений, партнерства, контрактов и союзов. Как это может проиграться у вас в жизни? Возможно, предложение от человека, с которым вы давно знакомы через общий круг, соцсети, подписки. И вдруг общение может перейти на новый уровень. К примеру, дружба перерастет в отношения. Может быть возвращение к старому проекту с партнером, с которым когда-то что-то начинали, но не завершили. У кого-то это будет гармонизация в отношениях, если вы были в ссоре. Плутон может дать серьезность, а Венера — желание найти точки соприкосновения. У тех, кто работает с клиентами, может прийти мощный клиент по рекомендации или через старый круг, с которым вы давно не работали. Для творческих львов это очень хороший день для запуска коллабораций, выхода в эфиры, презентации себя через кого-то, а для тех, у кого были конфликты в отношениях, шанс начать диалог в более мягкой и конструктивной форме. Если вы свободны, в этот день может быть романтическое приглашение, флирт или встреча, после которой не отпускает. Если вы в отношениях, возможна поддержка от партнера в ваших идеях, мечтах, планах на будущее. Так как это 11-й дом интернета, то и там еще и Венера присутствует, поэтому у кого-то может быть знакомство через интернет, онлайн, и сразу у вас может быть ощущение какого-то магнетического притяжения. 10 мая Меркурий входит в знак Тельца, и для вас, львы, он активирует ваш 10-й дом гороскопа. Это дом карьеры, статуса, достижений, целей, репутации и вашей роли в обществе. Это значит, что начиная с 10 мая и примерно до 26 мая включительно в вашей жизни активируются темы, связанные не только с работой, но и с тем, кем вы становитесь в глазах других людей. У кого-то это может быть повышение по работе, важный разговор с руководством, запуск проекта, оформление документов, подписание контракта, собеседование. Но не только. Это также время, когда может меняться ваш статус, потому что 10-й дом у нас дом статуса. Кто-то может стать супругом или супругой, кто-то родителем, кто-то официально оформит бизнес или получит гражданство, а кто-то наоборот завершит важную роль, уйдет с должности или подаст на развод. Все, что меняет вашу этику в глазах общества, это и есть 10-й дом. Смена статуса. Если вы находитесь в поиске своего пути, то сейчас может прийти осознание, в каком направлении вам двигаться, в чем ваша сила или наоборот, что вы больше не хотите делать. Также это хороший период для того, чтобы заявить о себе, выйти в свет, рассказать о себе в соцсетях, обновить резюме, запустить новую профессиональную страницу или просто четко обозначить, чем вы занимаетесь. Так как Меркурий — это контакты, а 10-й дом — это дом карьеры, может быть в этот период кто-то будет в поиске работы
работы или кому-то предложат работу через старые контакты. Вы понимаете, что я не могу все миллион событий, которые, возможно, как-то проиграются, все возможные варианты вам рассказать. Я вам говорю самое основное, что 10-й дом — это дом карьеры, статуса, работы. Меркурий — это коммуникации. И вот в этот период до 26 мая у вас могут происходить в этих темах и сферах могут происходить события в жизни. Потому что раньше, когда я только начинала увлекаться астрологией, я смотрела гороскопы, и я не понимала. Вот у меня, к примеру, в жизни 10-й дом, к примеру, проигрался по каким-то документам и получился какой-то статус. А вот в гороскопе об этом не говорилось. И я думаю, вот, в гороскопе об этом не сказали, значит, он не проигрывается. Нет, он проигрывается, просто, возможно, я что-то упускаю и не рассказываю все варианты возможные, но я вам говорю и рассказываю основу. Поэтому мне очень интересно, как у вас проигрываются гороскопы, как проигрываются май месяц и предыдущие. Пишите в комментариях, и будем рассматривать вместе с вами. Иногда бывает очень интересное развитие событий. 12 мая происходит полнолуние в знаке Скорпион, и для вас, львы, оно освещает ваш 4-й дом гороскопа. А полнолуние — это всегда кульминация, завершение или осознание. Это момент, когда ситуация, начатая ранее, выходит на пик и требует принятия решения, либо просто показывает свой результат. В этой зоне может произойти внешнее событие, разговор или внутренний сдвиг, что-то, что невозможно игнорировать. 4-й дом связан с темами семьи, дома, жилья, места жительства, родителей, ваших корней и эмоциональной базы. Это все, что отвечает за ощущение, где я живу, с кем я живу и чувствую ли я себя в безопасности. Полнолуние в Скорпионе может быть развязкой процесса, который начался где-то полгода назад, примерно в ноябре 2024, когда было новолуние в знаке Скорпион. Вспомните, возможно, тогда вы задумались о переезде, покупке недвижимости, подавали документы на аренду или рассматривали вопросы, связанные с домом, родителями или местом, где вы хотите пустить свои корни и остаться жить. Может быть, вы только думали о съезде от родителей или наоборот переезде к ним. У кого-то могли начаться первые разговоры об эмиграции, смене статуса, документальных вопросах, связанных с проживанием. А вот теперь, в середине мая, вы можете увидеть развязку. Возможно, кто-то подпишет договор, найдет квартиру или примет решение о переезде. Для кого-то события, конечно, могут быть не растянуты на полгода, а произошли совсем недавно. К примеру, 2 недели назад, во время новолуния в Тельце, вы могли задуматься о смене образа жизни, переехать, начать что-то обустраивать в доме, заняться ремонтом или, наконец-то, поговорить с родными о чем-то важном. Сейчас момент, когда становится понятно, в какую сторону это развивается. Возможно, вы понимаете, что больше не хотите жить в этом месте, или наоборот ощущаете, вот теперь это мой дом. Может, у кого-то сейчас вопросы об аренде жилья, о смене жилья, о покупке жилья. У тех, кто живет в эмиграции, это может быть эмоциональное напряжение, связанное с тем, что вы не чувствуете стабильности, ощущение, что вы как будто бы в воздухе. Может подняться сильная тоска по дому, желание уехать или наоборот найти наконец-то место, где вы можете укорениться и почувствовать себя как дома. У кого-то полнолуние проиграется по-бытовому. Вы можете завершить аренду, получите одобрение на жилье, съедете от соседей, оформите ипотеку, переедете или решите продать имущество. Кто-то может начать ремонт, но поймет, что это не просто про стены, это про то, как устроена ваша внутренняя стабильность. У кого-то это может быть конфликт с родней, особенно если долго игнорировали старые обиды. И теперь может быть развязка, либо разговор, либо дистанция. Так как 4-й дом — это семья, возможно, кто-то в этот период узнает о пополнении в семье. 17 мая произойдет точное соединение Солнца с Ураном в знаке Тельца. И для вас, львы, это соединение происходит в том же 10-м доме гороскопа, доме карьеры, достижений, целей, статуса, репутации и социальной реализации. В мае для вас это очень важный дом. Солнце в астрологии — это ваше «я», ваше эго, энергия, с которой вы светите в этот мир. Это то, где вы хотите проявляться, показать себя, заявить о себе. А Уран — это планета неожиданностей, перемен, освобождения, резких поворотов, прогресса, технологий, нестандартных решений и сюрпризов.
Там, где проходит Уран, события редко развиваются по плану, а точнее никогда. Уран любит переворачивать ситуацию, особенно если человек долго цеплялся за что-то устаревшее. Когда Солнце соединяется с Ураном, это всегда момент внезапного озарения, неожиданных поворотов и нестандартных решений, особенно в той сфере, которую активирует этот аспект. У вас это карьера и статус. Это может у вас проиграться в жизни. У кого-то это будет неожиданный поворот в карьере, вам могут предложить новую должность, или вы сами примете решение резко уволиться с привычной работы. Кто-то из вас решит закрыть бизнес, сменить профессию, уйти с должности, за которую держались ради статуса. У других это будет внезапная смена целей, когда буквально можете почувствовать, что просыпаетесь и понимаете, что больше не хотите чем-то заниматься. Конечно же, так как это 10-й дом, это дом статуса, а Уран — это неожиданности, может быть, кому-то сделают предложение руки и сердца неожиданно. Кто-то решит неожиданно для себя развестись. Кто-то узнает, что станет родителем, это тоже статус. А может, кто-то переедет в другой город по работе, это тоже будет неожиданностью. Соединение Солнца с Ураном вы почувствуете примерно за 3 дня до или за 3 дня после, с 14 по 20 мая включительно. И в эти дни, если вы что-то планируете, то будьте готовы к тому, что ваши планы будут меняться. Если у кого-то из вас в личной карте есть планеты в 23-25 градусах фиксированных знаков, это Лев, Телец, Водолей и Скорпион, это может проиграться особенно ярко и ощутимо для вас, прямо как встряска. 20 мая Солнце покидает знак Тельца и переходит в знак Близнецы. И для вас, Львы, это означает, что фокус смещается на ваш 11-й дом гороскопа. Это дом, который отвечает за друзей, окружение, сообщество, команды, коллективы, соцсети, продвижение, амбиции, мечты и коллективные работы. Это если до этого момента вы были сосредоточены на карьере, статусе и на том, как вы выглядите в глазах других, то теперь фокус меняется в более свободную, творческую и социальную сферу. Вы можете почувствовать прилив желания общаться, делиться, быть ближе к людям, развиваться через сообщество. Начиная с этого момента и до 20 июня отличное время, чтобы подключаться к новым людям, активно вести соцсети, канал, блог, запускать проекты с другими людьми, расширять клиентскую базу, делать коллаборации, просить помощи и поддержки у других. 11-й дом — это еще и ваши цели на будущее. И именно сейчас Солнце помогает вам высветить, что для вас актуально. Вы можете четче понять, куда хотите двигаться, с кем и ради чего. Все, что вы начнете в этот период, может стать частью вашей долгосрочной мечты. Особенно сильным это влияние станет уже 26 мая, когда в этот же 11-й дом зайдет Меркурий. 25 мая туда зайдет Меркурий, а 26 мая произойдет новолуние в том же доме. Обратите внимание на все, что начинает формироваться после 20 мая. Это важно. 24 мая происходит важное событие для нас всех. Сатурн впервые за долгое время входит в знак Овна. И для вас, Львы, это активирует ваш 9-й дом гороскопа, сферу, которая связана с образованием, эмиграцией, международными делами, документами, юридическими вопросами, а также вашим мировоззрением. Сатурн входит в знак Овна пока что ненадолго, до 1 сентября. Потом он вернется обратно в знак Рыбы, чтобы завершить свой цикл в вашем 8-м доме. Но уже сейчас вы можете почувствовать, какие темы будут главными для вас в период, начиная с февраля 2026, когда он окончательно на 3 года зайдет в знак Овна, и до февраля 2029 года. Сейчас эти несколько месяцев Сатурн вам покажет такой небольшой трейлер или анонс, что вас ждет следующие 3 года, когда он зайдет в знак Овна. Сатурн — это планета дисциплины, структуры и ответственности. И там, где он проходит, он просит от нас серьезного отношения и четких шагов. Но если вы делаете то, что требует Сатурн, он всегда вам даст результат, надежный, устойчивый и на долгие годы. Для вас сейчас открываются первые задачи 9-го дома. Это оформление виз, вид на жительство, иммиграционные процессы, поступление на обучение, получение дипломов, сдача экзаменов, преподавание, курсы, юридические дела, важные документы. Это темы, связанные с религией, философией, смена взгляда на жизнь. У кого-то из вас уже сейчас начнутся вопросы с подачей документов на иммиграцию, ПМЖ или гражданство. Кто-то получит визу, приглашение на учебу или работу за границей.
а у других может начаться обучение или вы сами начнете учить других. Могут быть юридические или судебные процессы, где все должно быть строго и по правилам. Многие из вас в этот период задумаются о смене страны, профессии или смысла жизни, потому что это тоже 9-й дом. До сентября вы можете почувствовать, какие именно вопросы начнут выстраиваться и где вам нужно будет взять больше ответственности в ближайшие 3 года. А уже с сентября Сатурн снова вернется в ваш 8-й дом, туда, где он находился с 2023 года. А это значит, что еще один раз поднимутся вопросы, связанные с чужими деньгами, налогами, кредитами, зависимостями, темами глубокой трансформации, завершения старых эмоций, кризисов или разводов. И в феврале 2026 года Сатурн окончательно покинет эту зону и начнет новую 3-летнюю эру уже в Овне по 9-му дому. Сатурн всегда требует системного подхода. И если вы в ближайшие месяцы почувствуете, что нужно оформлять документы, брать на себя ответственность за обучение, готовить себя к переезду или выходу на новый уровень, то это и есть точка, где начнется формироваться основа будущего. Я обязательно запишу отдельное видео про Сатурн в Овне, как он будет проигрываться на внешнем уровне, на наш мир, как он будет влиять и на каждый знак по отдельности. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. 25 мая Меркурий переходит в знак Близнецы и включает для вас, львы, 11-й дом гороскопа. Дом друзей, единомышленников, соцсетей, сообществ, групп, амбиций, а также мечтаний о будущем. А уже с 26 мая в этом же секторе происходит новолуние, которое запускает для вас новый цикл на ближайшие полгода, связанный с окружением, контактами и целями. Когда Меркурий войдет в ваш 11-й дом, вы начнете больше общаться с людьми, придут новые идеи, появятся разговоры о проектах, коллаборациях, совместных действиях. Это может быть добавление в новую группу, команду, чат, онлайн-сообщество, появление новых подписчиков или запуск чего-то публичного. Также могут вернуться старые знакомые, с которыми когда-то хотели что-то запустить. Так как Меркурий — это планета информации, контактов и решений, то он может дать вам возможность оформить идеи, которые были раньше только в голове, а сейчас наконец-то можете собрать единомышленников, обсудить цели и запустить то, что давно откладывали. Это хорошее время, чтобы быть онлайн, коммуницировать, настраивать отношения с аудиторией или клиентами, если вы работаете с людьми. А уже с 26 мая новолуние в Близнецах даст вам старт. 11-й дом — это еще и ваши мечты и цели. То, что вы считаете слишком большим, или то, что вы откладываете на когда-нибудь потом. Новолуние в этой зоне дает вам возможность эти желания перенести в действие. Запишите, чего вы хотите достичь до осени. Это может быть карьерная цель, число подписчиков, сообщество, поездка, обучение, открытие проекта. Что-то, что тянет изнутри. А дальше просто начинайте делать первые шаги. И, возможно, к осени, когда будет полнолуние в Близнецах, у вас уже будут первые результаты. Это новолуние особенно сильно для тех львов, кто работает в публичной сфере с людьми, в медиа, пространстве, кто ведет или хочет начать свой канал или блог. Также это время, когда очень полезно просить помощи, подключать связи, выходить за рамки одиночества и искать тех, с кем по пути. Май для вас, львы, это месяц, когда многое проясняется. Старое отходит, а новое еще только формируется. В этом месяце вы можете почувствовать, что на самом деле важно, чего вы хотите и с кем, и куда вы хотите двигаться. Открываются первые двери в сторону новой профессии, переезда, изменений в статусе, новых людей рядом и нового смысла жизни. Главное — доверять этому процессу и делать шаги, даже если не все сразу понятно. Сейчас хорошо закладывать то, что требует системности. Учебу, переезд, развитие канала, создание команды, продвижение в интернете и переосмысление целей. Прислушивайтесь к тому, что вызывает у вас интерес, где вы чувствуете свободу и притяжение. И именно туда и стоит направлять свою энергию. И помните, если слушать себя и не бояться меняться, май может стать для вас поворотной точкой. Берите свою судьбу в свои руки, не ждите, что кто-то подскажет или даст добро. Все, что нужно, уже внутри вас. Просто начинайте, и Вселенная обязательно подстроится под вашу решимость и будет вам помогать. Также хотела вам сообщить, что у меня на канале появился значок «Супер спасибо». Если вам нравятся мои гороскопы и то, что я делаю, вы можете нажать на него и отблагодарить меня за видео. А еще появился значок спонсорства. Он находится прямо под видео, рядом с кнопкой подписки и колокольчиком. Вы можете стать спонсором канала, и тогда будете первыми
получать доступ к моим видео, а также к эксклюзивному контенту, который я готовлю только для спонсоров. Спасибо за вашу поддержку, комментарии, подписки и просмотры. Я читаю все и стараюсь отвечать каждому. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить гороскопы на следующий месяц. Пусть для вас май станет очень удачным месяцем и принесет вам много счастья.